Слушайте, Deepin переоценен и оставит вас без денег. Да, я это сказал. Привет, ребята. Это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще, это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Вы на канале Криптору, и наша редакция перевела для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, что криптовалюта Deepin переоценена и советует, какие монеты лучше покупать. Поставьте нам лайк за старание, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Не пропускайте новые полезные видео. Слушайте, вокруг Deepin возник большой ажиотаж. Кажется, все только и говорят о Deepin. О том, что Deepin — это следующая большая вещь в криптовалютах. Вы слышите, как об этом говорят крипто-ютуберы, крипто-инфлюенсеры и криптоэксперты. Кажется, что они вот-вот упустят нарратив. Снова. Послушайте меня. Все эти ютуберы, инфлюенсеры, криптоэксперты и так далее, называйте как хотите, всегда ищут следующий нарратив. На это есть несколько причин. Во-первых, они хотят сообщить о нарративе раньше всех. Во-вторых, если они не сообщат о нарративе первыми, то они, по крайней мере, поговорят о нем, чтобы не казалось, что они не знают, о чем говорят. И чтобы все не выглядело так, будто они опоздали. Поэтому они просто копируют других ютуберов, инфлюенсеров и так далее, и тоже говорят об этом. Это связано и с количеством просмотров, которые они получают. Данная тема обычно является актуальной. Люди хотят слушать об этом и знать больше. Вуаля, приближается катастрофа. Настоящая катастрофа. Похоже, ни у кого в сфере криптовалют нет терпения. Все всегда ищут следующую большую вещь. И обычные люди, и инфлюенсеры. На последнем бычьем рынке, на предыдущем бычьем рынке, когда все говорили об ИИ, я сказал, что ИИ, искусственный интеллект, станет основой следующего бычьего рынка. Этого бычьего рынка, на котором мы сейчас находимся. Позже я добавил экосистему биткоина с биткоин-марками, ординалами, токенами SRC-20 и BRC-20 и стал одним из первых, кто рассказал на канале о данном нарративе. И слушайте, я не утверждаю, что это единственные нарративы на этом бычьем рынке. Я не призываю игнорировать игры или что-то еще. Напротив, я думаю, что они также относятся к бычьему рынку. Я просто хочу сказать, что Deepin и, возможно, RWA, активы реального мира, таковыми и являются, хотя они накачиваются и могут преуспеть на этом бычьем рынке. Это произойдет из-за хайпа и отсутствия понимания того, как это работает. Именно поэтому мы наблюдаем, что игры и ИИ работают так же хорошо, как монеты из экосистемы биткоина, в то время как другие монеты немного отстают и будут накачиваться позже, когда все станут расти. Но к этому моменту большинство людей потерпят крах и не получат максимально возможной прибыли, потому что они пропустят вход здесь. Они не видят лес за деревьями. Ну, вы поняли, не видеть леса за деревьями. Нельзя видеть дерево за лесом, потому что вы идете по лесу и смотрите на дерево, а лес находится вон там. Вы понимаете, к чему я клоню. Привет, это Пол. Видео, которое вы смотрите, никем не проспонсировано, так что спонсором буду я сам. Если вы хотите поработать со мной индивидуально или ознакомиться с моими курсами, то ссылки на них находятся в описании к видео. Там же размещены несколько ценных бесплатных вебинаров специально для вас. Ставьте лайки, возвращаемся к видео, которое вы смотрите. Так о чем я здесь говорю? Что я думаю о Deepin? Считаю ли я это мошенничеством? Считаю ли я это финансовой пирамидой? Думаю ли я, что у них все получится? Каково мое мнение по Deepin? И что, на мой взгляд, вы должны сделать на этом бычьем рынке? Чтобы ответить на эти вопросы, сперва быстро разберемся, что такое Deepin. Что мы имеем в виду, когда говорим про Deepin? Какие категории содержатся в Deepin? Итак, первая категория Deepin — облачные хранилища файлов. Представьте децентрализованные VPN и так далее. Следующая категория — беспроводные сети. Например, 5G. Далее есть сенсорные сети, представляющие собой устройства, собирающие данные в реальном времени. Подумайте о картах или о, так сказать, вознаграждениях за вождение автомобиля. Еще есть энергетические сети. Их цель — так или иначе усовершенствовать электроэнергетику. По сути, Deepin пытается конкурировать с традиционной инфраструктурой, которая делает все наоборот. Сначала создается инфраструктура, затем ее монетизируют, а потом продают. Это звучит благородно и захватывающе.
Но делая это, вы должны понимать, что конкурируете с такими компаниями, как Google и MWS. И вам следует понимать, что должно существовать подтверждение концепций. А это чрезвычайно сложно сделать. И хотя в теории все звучит прекрасно, на бумаге все выглядит прекрасно, мой вопрос такой: а реально ли это сделать? И если это возможно, то возможно ли на этом бычьем рынке? Или это просто гигантская финансовая пирамида, чтобы они просто могли забрать все ваши деньги? Мой ответ на эти вопросы довольно простой. Большинство компаний, большинство проектов обречены на провал. Они не знают того, чего не знают. Они слишком новые. У них нет доказательств концепций, и им еще рано выходить на рынок. Но это не останавливает их от попыток завладеть вашими деньгами. Чтобы воплотить их мечты в реальность, придерживаясь сценария «притворяйся, пока не сделаешь». Говорю ли я, что все проекты такие? Нет, не утверждаю. Хочу ли я сказать, что все проекты, связанные с DeepIn, не принесут вам денег? Нет, этого я тоже не утверждаю. Я хочу сказать следующее. Некоторые из этих проектов могут принести неплохие деньги или прибыль на этом бычьем рынке, но они станут успешными и превратятся в нарратив не на этом бычьем рынке. Их нарратив наступит на следующем бычьем рынке, возможно, вслед за текущим. Вы можете держать у себя пару проектов, если хотите. Они могут стать успешными. Но не пропустите нарративы этого бычьего рынка. Именно это происходит каждый раз. Вот так люди терпят крах. Вот так люди вначале зарабатывают деньги, а затем тратят их все ближе к концу или не получают максимальную прибыль. Хорошо, Пол. Каковы же нарративы бычьего рынка, на котором мы сейчас находимся? 2024, возможно, 2025 годы. На какие нарративы следует обратить внимание? Что ж, это очень просто. ИИ – искусственный интеллект, экосистема биткоина, монеты в экосистеме биткоина и игры. А еще мне нравится держать определенные монеты для аирдропов. Я называю это мини-нарративом. Если вы хотите знать, какие монеты или проекты лично я храню для каждого из нарративов, обязательно посмотрите вот это видео. Вы не хотите его пропустить. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. And I'll see you in the next video.